Всем привет, с вами Color House и Олег Манкубус. Я вам сейчас расскажу про вот этот каминчик. Вроде бы ничего сложного, с виду обыкновенная венецианка, но мы применили две новых технологии, которые, возможно, сломают ваш мозг или перевернут ваш мир. Значит, здесь мы использовали аппликацию за 3 класс начальной школы, плюс нам помог один человек. Это член кружка анонимных джедаев, а также великий сибирский старец Никодим, маг 5 уровня. Значит, здесь мы применили помимо этого еще великое колдунство. Как все это было, смотрите на нашем канале прямо сейчас. Итак, что у нас есть? У нас есть ничего. Даже у товарища Родена был камень, от которого он что-то лишнее отсекал, и получалось произведение искусства. У нас даже камня нету. То есть на первом этапе нам нужно создать этот камень. Будем из этого делать камень. На первоначальном этапе мы сделаем здесь фоновый такой цвет. То есть этот цвет будет уже присутствовать в камине. Но на всякий случай, чтобы ничего лишнего не пропилить, мы его нанесем. А потом уже будем делать заданные формы именно мрамора. Сейчас мы начинаем приступать к формированию рисунка, то есть это просто фон у нас. Значит, используем тот же самый материал, почти тот же самый цвет. Формируется рисунок следующим образом. Сначала немножко натамповываем мастихином. Потом приглаживаем вот таким образом. Если где-то надо подложить, значит подкладываем. Значит, следующей операцией у нас будет это наклейка кусков разбитого камня. Значит, вот он у нас разбитый камень. Мы его нанесли на скатерть, тот же самый материал. Смотрите, что происходит. То есть мы теперь можем отрывать куски камня. Вот такие. И вклеивать его. Но мы будем большие куски отрывать. Большие куски вклеивать. Значит, долгие поиски меня привели к тому, что на раствор сажать бесполезно его сам на себя. И мы его обычно делаем на ПВА. Так крепче держится. Уже вот так. Вот такая вот вулканическая порода у нас получается. Все в трещинах, в разломах.
И таким образом нам нужно залепить весь камин. Но оставить какие-то места, где мы будем рисовать прожилки, всяческие разные, там еще мешанину, какую-то известь, кварц там и еще что-то прочее. Ну, короче, в таком ключе все. Я тебе говорю. Все у нас приклеилось, все высохло, все держится очень хорошо. Поэтому теперь мы должны затамповать вот этот фон. Он должен быть у нас многослойным, многоцветным и многообразным. Для этого будем тамповать губкой, морской, обычной и, возможно, торцевой кистью. Я пока еще не придумал. Будем придумывать на месте. Первоначально мы создали вот эти направляющие. То есть здесь у нас будет наибольшее скопление цвета, наибольший хаос вот в этих местах. Поэтому начнем именно с этих моментов. То есть мы сделали несколько цветов и поочередно будем их натамповывать, чтобы они там перемешивались и создавали такие отдельные частички. Поначалу у меня вот такой цвет, похожий на этот, но немножко темнее. Поэтому затамповываем. Оставляем промежутки пространства для того, чтобы забить другие цвета. Цвет в стакане, он размешанный, но не до конца. То есть он все равно представляет какую-то мешанину. И тут уже, опять же, хаос. Что прицепишь, то и получится. Сейчас фактура получается в некоторых моментах выше, чем даже это, но это ничего страшного. Все это снимется, сошкурится, сошлифуется. Если налазим на чипсы, ничего страшного, опять же. Тут между чипсами тоже должно быть какое-то такое фоновое присутствовать покрытие. Главное, чтобы не было какой-то одной направленности куда-то вот четко. То есть все нужно вот в хаосе создавать. Мать природа так и делала. Чем мы хуже.
нас тут засада кое-какая произошла. Значит, вот этот портал, его должны были делать из мрамора. Но в последний момент что-то пошло не так. В общем, все наперекосяк. И кончилось тем, что все-таки мы сами его сляпали из гипса, с обыкновенного. Вот. Но надо его привести в порядок с этим камином. Поэтому будем раскрашивать его тоже мы. Значит, раскрашивать мы его будем опять той же самой краской, что и делали весь камин. Это Розетти Рефлесси. Значит, чтобы прострелить его через пульверизатор, мы сделали его пожиче, развели с водичкой, заколеровали. Просто вариантов уже нету, что с ним делать. Если бы с самого начала он был, мы бы что-нибудь придумали. Теперь уже поздно метаться, будем делать то, что есть. Так, при помощи бурмашинки мы напилили здесь всяких разных трещин. Значит, трещины мы будем закрывать чем-то темным, чтобы они контрастировали вот с этим цветом. Значит, использовать будем для забивки трещин тот же самый материал, Рефлесси, Розетти. Значит, раствор мы промазываем прям всю площадь, потому что где-то, возможно, маленькие дырочки или еще что-то, дополнительно этим цветом все забьется. Сделаем протяжечку прям в гладенькую. Цвет мы сделали ядреный. Вот он сейчас высыхает прям сходу. И вот они уже, очертания вот этих прожилок всех видны. Значит, лишний цвет мы ошкурим более мелкой шкуркой, чтобы уже прям выглаживать в гладкую. Вот такая штука получается. Она высыхает, сейчас там сразу будет проявляться на ходу. В очередной раз отсекаем все лишнее. Ну, теперь у нас хотя бы есть что отсекать. Итак, мы вышкуриваем эту часть, проявляются вот такие темные прожилки. Все остальное лишнее уходит. Слой очень тонкий, поэтому шкурится довольно-таки легко. Значит, сейчас мы используем воск. Воск производителя Розетти. Значит, но предварительно я его нагрел и добавил сюда немножко скипидара, для того, чтобы он был более жидкий, чтобы максимально пропитал всю нашу структуру. Вот, сохнет очень быстро. Вот. В смысле, не то, что сохнет, он стынет очень быстро. Поэтому нужно работать веселей. Вот такая насыщенность, она примерно и сохранится у нас в дальнейшем. Все, это заключительный последний этап, значит, с этим камином. Теперь нам нужно его наполировать так, чтобы блики резали глаз. Вот настолько нам надо его наполировать, чтобы как зеркало было. Вот еще одно замечание. Вот эту штуку, портал, нам пришлось его перекрасить еще дополнительно в темный цвет. Он слишком близко был по цвету к мебели, прям практически один в один. Это нехорошо. То есть решили перекрасить его в темный. Полируем.
Итак, если вы досмотрели до конца этот ролик, то вы теперь знаете, как делать этот камин. Вступайте в нашу гильдию анонимных джедаев, делайте вот такой джедайский знак, и да пребудет с вами сила.